Приветствую на меловом. Сегодня будут новинки, что-то из старых мелков, но именно пиленые, а в том числе новинки. Также я расскажу про акцию, которая начнется сегодня, возможно, завтра. Это, помните, акция в прошлом месяце, где мало того, что была скидка 10% на весь ваш заказ, так еще и от полу до 1 килограмма мела кускового, либо пиленого, либо глины вы выбирали на свой выбор в подарок каждому заказу. Так вот, эта акция, она еще лучше. Чуть подробнее расскажу буквально через 3 сорта. А сейчас поехали. Сорт первый щербет. Выглядит данный сорт как глиномел. Ну, вот лично как я его вижу, да, потому что цвет такой немножко голубоватый, либо очень молочный. Правильно, наверное, как-то так назвать. В разрезе очень классно выглядит. Достаточно маркий. Ну, как сказать? Ну, да, достаточно маркий. Ну, давайте буду пробовать. Он очень даже глиномел. Откусывается достаточно тяжело, практически как подвисло или искушение, наверное, так можно сказать. Присутствует прям, вот если мы возьмем подвислое, да, там, допустим, 10-15% есть залипание. Ну, небольшое оно присутствует. Здесь может быть 2%. То есть оно вообще еле-еле чувствуется, но оно присутствует. Что еще можно сказать про этот мелок? Наверное, то, что крупинка держится достаточно хорошо. Вкус такой чисто меловой вроде бы, но небольшая доля, точнее, вот побелки какой-то, что-то такое присутствует. Также вкус пищи и бумаги, он тоже есть. Ну, как всегда, помните, ребят, что подробное описание, как и ссылочка на группу, на WhatsApp, где вы можете оформить заказ, да, она находится в описании данного ролика и в комментариях. Мой комментарий прикреплен будет. Блин, интересный мелок. Вот бы был такой мелок, который был просто жирный или даже сухой, и такой же вот твердый и, как сказать-то, не знаю, ну это прям прикольный. Даже при запивании водой не ощущается, что здесь есть какая-то сладкая нотка. С чем-то он схож с мелом красавчик или Эллен глиномелы. Так называемый легкий глиномел. Ну, а моя оценка данному сорту, наверное, 7 из 10, потому что есть небольшое залипание и немножко будто бы заглушен вкус. Ну вот у него твердость, конечно, 9 из 10, это однозначно очень твердый мелок. Итак, халань, да, он уже идет достаточно такой напудренный, прям видно, что более маркий, чем предыдущий сорт. Чисто белого цвета, без вкраплений, подобных вот таких вот моментов. Ну давайте. Многие писали, почему я сразу запиваю водой. Вот жирный мелок, еще как-то можно похрустеть им, да, в самом начале. Но если я уже похрустел каким-то мелком, во-первых. Во-вторых, следующий, вот сейчас я, допустим, кушаю халань, он сухой сорт, если тот глиномел, этот вообще сухой. То есть он моментально уходит в эту кашицу, которая
из тебя сразу всю влагу забирает. И, соответственно, ну, невозможно дальше сидеть. Я мог бы, конечно, что-то сказать, но там все бы вот так вот сухо вылетело. Так, этот сорт откусывается максимально легко. Сушит очень сильно. При откусывании прям сразу яркий вкус побелки идет. Также чисто меловой вкус. Крупинка держится достаточно недолго. Ну, а что при запивании водой, даже, наверное, появляется малюсенькая такая горчинка, но она прям совершенно еле заметная. Как по мне, я бы предпочел, наверное, Белую гору, нежели этот сорт, потому что, ну, какой-то вот он, продолжения вкуса какого-то будто у него нету, что ли, так могу сказать. Белая гора, наверное, из-за того, что это уже классика жанра, да, она, так скажем, поинтереснее как-то в этом плане. Поэтому Халань, ну, пусть будет 4 из 10. Ну, вот мне, в принципе, сухие сорта не очень нравятся, так еще и какой-то он недополненный вкусом. Ну, в общем, полное описание вы видите под роликом. Ну, мое какое-то такое, в общем, 4 из 10. А теперь барсук. Вот барсук, я почему-то думаю, мне должен понравиться. Если он по стандартному описанию, как и кусковой, то он мне очень понравится. Если нет, то не знаю. Давайте. По виду он не белоснежный, но и не такой, как, допустим, щербет. Ну, вот какая-то вот эта вот середина, потому что это жирный сорт. Откусывается он средне. Очень ярко выраженный вкус. Но я не знаю, как его описать, но мне он прям понравился. При запивании водой этот вкус раскрывается еще больше, но вот он прям чисто меловой. Даже не понимаю, как его по-другому описать. Он немножко сластит. Достаточно маркий. И очень вкусный. Именно и звездка очень хорошо в нем ощущается. Вот почему мне понравился. Потому что мне нравятся жирные сорта. Мне нравится привкус побелки, звездки, но он в основном идет в сухих сортах. Вот когда попадается в жирных, это прям вау. Ну, в общем, что-то я мог про этот сорт не сказать. Поэтому в описании ролика вы видите полное описание. Ну, в общем, это 9 из 10. Он прям вкусненький, он мне очень сильно понравился. Насчет акции.
Сейчас, почему она более выгодная? Во-первых, также сроки доставки будут уменьшены на именно, получается, условия акции, да. Второй момент – это скидка. В тот раз она была до 10%, в этот раз скидка будет до 15%. То есть уже классно, да, на весь заказ. Третий момент. В том, получается, месяце я делал акцию до 2 килограмм. Вы могли выбрать на свой вкус и цвет, так скажем, сорт, да, кусковой, либо пиленый, или же глину. А в этот раз в подарок вы выбираете вообще до 4 килограмм. По всем условиям и так далее, ссылочка есть у меня, получается, в описании данного ролика, это ссылка на группу. Там я выложу пост. Плюс ко всему, получается, там еще и 4000 участников, поэтому в том числе из-за этого я решил сделать сейчас акцию, потому что в группе Меловой ВКонтакте 4000 участников. И следующий момент. По времени акция может быть продлиться 2-3 дня, поэтому, ребят, все успевайте. В общем, залетайте в описании ролика на ссылочку. Блин, мне прям так охота кушать вот этот барсук. Особенно, когда водой запиваешь. Вкус прям вау раскрывается. Но я знаю, что там еще есть сорта, которые мне нравятся, поэтому не буду я сильно налегать на эти. Двигаемся дальше. Тут немножко стало нечистый. Но это не важно. Итак, следующий сорт, который мне достаточно таки нравится в кусковом виде. А называется этот сорт Волоконовка. Сейчас, я думаю, прям кайфану. Возможно, это будет конкурент для барсука. Блин. И это конкурент для барсука. Этот идет более твердый. Крупинка, соответственно, держится подольше. По цвету они с барсуком похожи. Единственное, наверное, да. И второй момент. Вот все описание, которое я, в принципе, сказал про барсука, здесь все это будто удвоено. Вкус. Он раскрывается лучше. Сластит чуть-чуть сильнее. Ну какой это вкус. Это просто вау. Ну, в общем, тот же самый чисто меловой вкус, но более ярко выраженный. Тот же самый привкус, как побелки и звездки, но более ярко выраженный. Что-то я чувствую, я сегодня слишком много съел. И на самом деле на подобных роликах с описанием меня удивляет, когда люди спрашивают: а ты его ешь, ты его глотаешь? Но вы же смотрите ролик. Он идет практически без моментов перематывания. То есть он практически целостный. И действительно не видно, что вот сейчас, допустим, я никуда ничего не выплевывал. В общем, волоконовка это класс. Иначе я ее могу есть еще очень долго. Ни к чему хорошему это не приведет, да?
Поэтому волоконовку я убираю. А заслуживает оценки она, блин, ну 10 из 10. Вот для меня это 10 из 10. Следующий сорт. Ах, блин, какой же это? Новичок. Новичок. Я думаю, сейчас немножко я удивлюсь от этого новичка. По причине того, что выглядит он совсем не как волоконовка и барсук. Он должен выглядеть именно так. Он выглядит как сухой сорт. Я бы даже сказал, где-то какие-то песочные моменты вижу. Ну, давайте попробуем, что уж тут говорить, да, вдруг я ошибаюсь. Ну что, вау, это то, что, ну вот Халания говорил, да, чисто сухой сорт. Белая гора, допустим, лучше, да. А вот этот я еле откусил, откусывается так же легко, то есть он сухой именно пришел. Но здесь история как волоконовка и барсук, то есть в волоконовке все более ярко выражено, чем в барсуке. Как и вот в этом новичке относительно Халани. Такой же ярко, прям мощный, изначально сразу идущий этот вкус побелки. Но он прям максимально выраженный идет. Но есть минус. Допустим, барсук, он немножко сластил, а в волоконовке, так как все более ярко выраженное, оно увеличило вот эту вот сладковитость, блин, как правильно назвать, да? То есть она в 2 раза слаще стала волоконовка. То если у нас халань прям горчинку маленькую имела, когда водой запиваешь, да, то здесь горчинка чуть-чуть побольше, конечно, чувствуется при запивании водой, но при стандартном откусывании ее не чувствуешь. Чистый, почти. Ну, в общем, по оценке. Это, наверное, даже с учетом того, что мне не нравятся сухие сорта, это 7 из 10. Мне он понравился. Именно ярко выраженным вкусом. Много я бы не смог вот съесть, потому что не нравятся вот мне такие сорта. Но опять же, просто там буквально вот такой кусочек, особенно если целый день не кушал, то это вообще вау. Ну, как-то так. Двигаемся дальше к сорту Севрюкова. Надеюсь, я его правильно в этот раз назвал. Оп. Вот и он. По сути, халань, вот этот у нас какой был, новичок, именно этот, и этот сорт, они должны быть чем-то схожи, но сейчас мы это узнаем. По виду абсолютно одинаковый с новичком. Вот супер марки, то есть прям сильно-сильно. Без вкраплений. Там просто в новичке были такие вот моменты, вот как, знаете, в песочных сортах. Ну, здесь такого вот вроде не вижу. Ну, поехали. Чуть-чуть потверже, чем халань и новичок. Крупинка держится подольше. Уже будто бы он практически вообще не горчит. Но все тот же стандартный меловой вкус, схожий с новичком, то есть он точно так же очень сильно раскрыт. И вот, собственно, когда меня спрашивают, а чем эти вообще все сорта отличаются? Ну ладно, жирный от сухого, но сухие друг от друга. Но вот же, опять же, такой небольшой нюанс, да, этот, допустим, вот мы берем ту же халань, да, халань у нас выраженный стандартный меловой вкус, а также вкус, допустим, побелки, звездки, легко откусывается, немного имеет горечь, да. Новичок имеет более яркий выраженный вкус той же побелки и звездки, по структуре он точно такой же, но и горчит уже больше. И Севрюкова, блин,
я все запомнить его не могу. И этот сорт, да, он как новичок, только он не горчит. То есть, опять же, 3 сорта, и вот микрочастичками они отличаются. В общем, как-то так. По поводу акции, ребят, в общем, успевайте заказывать. А следующее у нас будут, получается, это глины. Новинки глин. Их там около 7, по-моему, сортов. В общем, очень скоро увидимся, поэтому не прощаемся. До скорых встреч.